здесь и сейчас вот те разговоры по поводу перехода из третьей плотности в четвертую плотность. На здесь и сейчас была такая информация, что с 2023 года переход осуществить уже невозможно. Каждый остается в своей реальности. Какая у меня есть информация на здесь и сейчас? Состояние возможности выбирать. Этот переход, он осуществляется в ментальном плане. Что я здесь хочу сказать? Сейчас я себе показываю вот эту картину про индивидуальный мир, индивидуальную вселенную, вот эти вот шары. Но сейчас, условно говоря, я вижу так, что этот один шар катится по прямой, а другой шар начинает как-то менять свою траекторию и вот поворачивать в другую сторону. А если это так метафорично, если в физическом плане, что сейчас происходит? На самом деле этот переход, он очень... на физическом плане его невозможно вот прям сказать, вот это 3D плотность или там это 4D плотность, в том контексте, который имеется в виду в эзотерических, в этих кругах. Переход здесь ознаменовывается освобождением, позволением и расширением собственного восприятия, расширением собственного сознания. И здесь прям вот как будто замки падают. Вот то, что было закрыто в рамках внутри человека, причем я вижу человека многоуровневым, имеется в виду не просто его тело, плотное состояние, но и вот эти тонкие состояния его энергии, какие-то слои, вот если условно он как такой слоеный получается тортик, вот эти тонкие слои, они как под замочками были, они на них замки висели, вот эти все замки, они падают, и у человека есть возможность ощутить свою цельность. То есть, условно говоря, вот до этого я вижу человек, и он осознает себя как тело, он осознает себя как некую ментальную конструкцию, которая может воспринимать какие-то эмоциональные состояния, но не более того. В снах еще могут быть какие-то состояния, необъясняемые физикой тела. Это вот чуть выше, но вот эти ментальные, это даже не ментальные, а условно назовем духовные конструкции, которые называются там уже вот тонкие энергетические состояния и так далее, восприятие через этот духовную сферу, они у большинства людей, вот как вот вижу, как на замке, закрыты. И вот на самом деле переход вот в эту реальность – это освобождение от собственных оков. Прям так и идет. Тут буквально падают эти замочки, большие, маленькие, разные. И у человека раскрывается вот это понимание, и он начинает видеть те варианты, которые до этого он не мог видеть. Причем он их начинает видеть в своей физической реальности. Это может проявляться как возможности переезда, да, безусловно, из того места, в котором он находился, какие-то другие условия, это раз. Он может видеть какие-то людей, встречи людей, других людей, с которыми у него начинается совершенно новые взаимоотношения, взаимодействия, абсолютно другие, нежели были у него до этого. Это может быть какая-то деятельность, которую он начинает вдруг увлеченно заниматься, причем прям активно заниматься в физической реальности. Не просто про нее думать, фантазировать, планировать, а именно ей заниматься. То есть вот таким образом, по сути, человек, вот это его переход в условно с физической точки, вот если смотреть ракурса в эту четвертую плотность, это он становится, у меня такое слово, как шире, то есть сам человек, он становится мощнее, он становится больше во всех смыслах, в смысле физического тела он больше становится, у него становится, нет, не в смысле физического тела, а в смысле он становится более равновесный, он такой более спокойный, уравновешенный, готовый воспринять и то, что он знает, и то, что он не знает. Речь идет на самом деле о восприятии больших возможностей, которые есть и существуют в этом физическом пространстве. То есть, это, грубо говоря, это как ученый, который никогда не знал, что вот есть еще такой химический элемент, и вот то есть вот есть таблица Менделеева, и все, вот больше ничего нет и не может быть. И это вот проявление третьей плотности человека. Вот есть некие достижения, все, больше ничего не может быть, все банально, понятно, такая очень материалистичное поведение. Все, я родился, все умрем, все там рождаемся, то туда, вот есть вот заботы материальные и так далее. И есть такая
ну как закостенелость в плане допустимости. То есть вот это люди не фантазеры, это люди такие сильные практики. И люди, которых называют 4, это люди, позволяющие по-настоящему, верящие в то, что всего гораздо больше, все гораздо масштабнее, чем я об этом думаю. И по сути, вот на здесь сейчас отличие происходит в этом. Вопрос, если человек, вопрос касаемо вот разделения двух этих пространств, они как объясняются? Ну, объясняются они на самом деле как раз люди, которые воспринимают вот по двум этим, ну, условно говоря, плоскостям, они они не могут вместе контактировать. Это не то, что между ними вырастет какая-то стена, и они физически не смогут встретиться. Это физически будет выглядеть довольно естественно. Эти люди просто по жизни начинают расходиться в разные стороны, и им, в принципе, контактировать на физике смысла нет. Я сейчас смотрю с позиции вот прям людей, я сейчас не смотрю с позиции мы каждая индивидуальная вселенная, скорее всего, если заходить в энергетический план, здесь это как будет выглядеть? На энергетическом плане это выглядит прям как бы вот этот вот светящийся шар, условно, который представляет собой вот эту энергию вокруг тела человека, они начинают светиться разным цветом. То есть я это как интерпретирую? Это как разность, да, вибрационных состояний. Соответственно, они и на энергетическом уровне, если с этой позиции смотреть, они не могут пересечься, потому что они вибрационно уже находятся в разных, ну, условно говоря, измерениях. Они уже не пересекаются. А на физике у них, по сути, и нет такой потребности в этом пересечении. То есть на физике будут совершенно естественные обстоятельства, в рамках которых они будут расходиться. Будет ли здесь такое, когда расходятся там родители и дети, допустим, у них разные взгляды на жизнь и так далее? Это все уже становится частным случаем, и здесь я опять вижу, что здесь речь идет об вот этой закостенелости нежелания переходить вот на уровень восприимчивости всего. И еще момент, вот у меня прямо здесь фонит, ответственности, то есть я – это я, все, что я делаю, то есть все, что происходит в моей жизни, инициирую я, делаю я, то есть это такой фундамент, из которого потом рождается вот это более расширенное восприятие, то есть если я это делаю, то почему получается так? Мне мне не нравится результат, или мне не нравится, что происходит, если я инициирую все. И вот именно этот процесс, этот вопрос запускает вот этот момент, когда человек начинает потихоньку понимать, что он есть я, нечто больше, чем просто это тело, эти мысли, как взаимодействие происходит с миром и так далее. Начинают включаться всякие синхронистичные способы, которые приходят к нему как бы из внешнего пространства, помогают ему как найти ответы интересующиеся. Так вот, если речь была о том, что эти расходятся, эти реальности прям полностью. Типа есть информация, что с 2023-го типа эти реальности полностью расходятся. А если человек только начал осознавать, он уже не может туда перепрыгнуть, да или нет? Но у меня идет нет. Что здесь, о чем здесь речь? У меня на самом деле сейчас идет такое, пришло вот эта многовариантность той же самой Земли. То есть вот этот человек на самом деле, он попадает в третью версию Земли. Вот условно я так вижу. То есть, ну, получается уже не две версии Земли, да, те, которые более расширенные, они начинают воспринимать мир, и там начинает, в их реальности начинает формироваться та версия Земли, та реальность, в которой вот начинаются некие новые тенденции в обществе. Есть реальность Земли, где все достаточно материалистично, и вот те люди, у которых как бы где-то посерединке, вот в этот момент зависли, это уже будет третья версия реальности Земли, где они будут тоже идти свой путь. Но опять, это все такое очень... Что я здесь хочу сказать? Вот эта информация, она с позиции физического вот тела, физики, которая находится здесь и сейчас, ну, ее невозможно вот так умом структурно понять и сказать, да, вот действительно, вот ты идешь в третью там, версию Земли, ты идешь в эту, а я вот иду там в ту самую. Нет, для тела, для человека, по сути, все происходит очень естественно. Здесь я чувствую страх людей, что они могут быть разъединены со своими близкими, что вот и мы не сможем встретиться, вот прям вижу, да, вот стекло, и он там мама, там сына, и вот прям картина такая, как вот
разводят, значит, близких. Это так или нет? Нет, это страх, это чистый страх физического ума, основанный на памяти, генетической памяти вот во время войны, когда разделяли людей, там близкие испытывали очень сильные потери, страхи. Это все аккумуляция страхов, когда человеческое сознание не понимает, что происходит. То есть ему выдают какую-то информацию, а информация совершенно новая. В его опыте, вот в физическом опыте, нет ничего, с чем он может ее сравнить и как-то сопоставить, и как-то понять, как действовать. Поэтому он сразу это запихивает туда, где, ага, разделение, ага, это третье, значит, и не смогут... Как? Вот концлагерь сразу вспоминается, да, когда там детей в одну сторону, взрослых в другую сторону, там вот эти вот кадры, прямо сейчас мне идут черно-белые фильмы, когда вот это все вот гонят там куда-то людей, тогда военные, я имею в виду, вот вся эта страшный опыт. Вот, и физический человек, даже не переживавший этот в реальности такой опыт, у него сразу вот начинает вот эти все страшные картинки в голове возникать. А на самом деле, чем является, еще раз тогда, третья, четвертая плотность? Ну, условно, это более расширенное мировосприятие, когда человек, то есть человек, он, в принципе, меняться начинает, то есть когда у него раскрывается более широкое мировосприятие, ну, это даже просто вот мировоззрение, он себя начинает вести иначе, поведение человека меняется, если у человека меняется поведение, привычки, характер, его реальность начинает выстраиваться по-другому. На физике это так выглядит. Это не выглядит как вот две планеты, да, там, как материки разойдутся, с этой стороны белые пушистые, с этой стороны, так сказать, злые и некрасивые. Ну что это? Нет. На физике это все достаточно естественным образом выглядит. Где люди, они начинают потихоньку как-то вот даже двигаться в локации. Могут не двигаться в локации, но именно конкретно в их окружении, вот в их пространстве, которое их окружает, начинает преобладать какие-то новые новые энергии, новые люди, новые разговоры, новые состояния, новые ощущения, которые сам человек испытывает. Если такой еще общий вопрос задать, если вернуться прям конкретно здесь и сейчас, в физическое состояние, вот что сейчас в мире происходит, как это можно назвать, что это такое хаос? Сразу идет хаос, но хаос на самом деле с позиции даже вот контекста философии, в контексте вот более такого фундаментального значения, это активная жизнь. Хаос – это жизнь. Энергия, если ее смотреть с более высокой позиции, она выглядит, я бы назвала это как хаос. Все вот так. А вот упорядочивание, оно уже в более плотных структурах возникает. Так что здесь сейчас происходит? Ко мне здесь есть информация. Но если вот все, что сейчас идет в рамках хаоса, начинает складываться новый миропорядок, новое упорядочивание. То есть старый, ну, условно говоря, если чуть подняться повыше, вот не прям совсем с физического плана посмотреть, а вот более энергетического плана посмотреть, что здесь. Сейчас такой образ приходит, вот знаешь, как город стоял, и этот город заволакивает туманом. И вот внутри этого города как-то жизнь начинает происходить с учетом вдруг этого природного явления, этого тумана. Причем этот туман, и с ним ничего сделать невозможно, его невозможно убрать. С ним можно только считаться и как-то научиться взаимодействовать в пространстве с учетом новых условий. И с учетом этих новых условий все начинает выстраиваться, перенастраиваться на новый лад. Как мы раньше встречались с друзьями, так мы уже не можем встречаться. Уже не все друзья, не те, которые были раньше, уже другие. То есть это такая метафора с туманом. То есть, а по жизни оно, собственно, вот и получается, что появилось новое обстоятельство. Этими обстоятельствами что является на физике? Это вот все вот эти действия, там, которые сейчас, экономический кризис, военный и так далее, это что? Это является первопричиной, это является следствием причины. Что является этим туманом в метафоре вот здесь и сейчас? Хочется сказать энергия, но это энергия пространства, идет слово такое, энергия пространства. Но здесь как будто и еще идет слово эволюционный виток. Ну, виток идет. Вот прям как вот прошел цикл, следующий пошел цикл. Виток. Причем этот виток идет и на плотном уровне в плане планетарного изменения, именно вот как
планета, цикл, вот завершение цикла. Причем как бы вот этот цикл у планеты, он значительно больше, но так интересно, что так все совпадает, что замыкается все в одно время. То есть и исторический цикл человеческого развития, и какой-то, не могу сейчас уточнить, какой цикл планетарного масштаба, именно вот в этом космическом значении, как вот эти, они так совпало, что заходят на новое вот в одном с одной ступени. Ну, грубо говоря, вот цикл замкнулся, закрылся, да, и начинается заново. То есть вот так такое происходит здесь сейчас сочетание, что идет развитие не только у людей экономическое, историческое и так далее, но еще и вот в плане энергетическом, если условно так сказать, этот цикл более вот на таком более высоком уровне, он тоже диктует начало нового. Короче, вот так все, вот как будто все подбилось, вот все одно к одному сходится. И поэтому есть ощущение интенсивности того, что все рушится, и все будет заново выстраиваться с другими условиями. То есть, ну, грубо говоря, контрольную одну написали, закрыли, все, открываем, пишем новую контрольную, новые условия задачи. Задачи те же, по сути, но условия их изменятся. Также надо будет действовать, жить, реализовываться, но уже в новых условиях. Все, одну тетрадочку закрыли, отложили, перешли во второй класс. Все, открываем новую тетрадочку, тут у нас уже задачи посложнее. Но вот еще такая аналогия пришла, вот как прям вот школьники из первого класса в второй перешли. Если какая-то рекомендация с этой позиции, как действовать, у меня прям вот это вот. Иди за своей радостью. Действовать, по сути, ничего не нужно бежать и резко себя духовно, так сказать, накачивать или наоборот, там, или еще что-то, пускаться во все тяжкие, да, и сказать, да ну ваши это все духовности, вот давайте вот тут лишь последний раз живем. На самом деле нет, здесь такое. Здесь внутреннее ощущение, вот у меня сейчас абсолютно четко, я ловлю в себе, вот где-то центрируюсь, где-то в середине тела, вот где-то здесь, вот где диафрагма, есть ощущение равновесия. И вот по сути рекомендация такая: здесь и сейчас совершенно уникальное время, которое дает возможности центрироваться, вот найти вот это равновесие в себе, в своем физическом теле. И по сути стремиться и развиваться вот исходя из этого равновесия, то есть и духовное, и материальное, ни одно другое не обесценивается, не отбрасывается, а человек вот в этом равновесном состоянии, он очень цельно начинает развиваться, он прям вот расширяется, ну, в условиях, условно, да, так вот энергетически можно сказать, он очень равномерно расширяется и гармонично. Это выглядит очень гармонично, так цельно заполняя собой вот все его окружающее пространство, а не как-то вверх, вниз или там туда-сюда косо, вот как вот до этого мы все по сути и развивались. То есть сейчас обстоятельства, вот еще есть такой момент, это как вот в вакууме, если выпустить в этот каплю воды, она становится, ну, такой вот, бултыхается сначала, да, а потом, когда устаканивается все, она становится гармонично округлой. Вот то, что с нами происходит, условно можно сказать, это то, что происходит с каплей в вакууме. Ее вот то колбасило сначала, но в итоге она вот станет вот такой вот идеально гармоничной. Мы все вот колбасимся сейчас, условно говоря, как эта капля, но уже у нас есть возможность, то есть очень много приходит знаний, которые, энергия еще пространства, она меняется, собственно, вот этот энергетический процесс, оно как бы состояние более такое концентрированное. Я даже не могу сказать, это не то, что концентрированное, не концентрированное, но как бы странно это ни звучало, но воздух становится другой, не в плане его химического состава, а вот в плане его энергетической насыщенности. Именно в рамках этого воздуха появляется возможность обрести вот этот баланс. Больше информации, больше приходит знаний, больше приходит в таких состояний высоковибрационных, когда у человека, вот как если сильно упал, и у него есть возможность немножко себя вот раскрыть. Еще раз вернусь к тому, что сказала. Рекомендация такая: держать себя в балансе. То есть желательно расширение должно происходить по всем, так сказать, по всем уровням человеческого пребывания здесь, в этой физической плотности, в этой физической реальности. От того, что не надо бояться, что будет какое-то насильное
Разъединения нет, этого не будет. Это все в нашем физическом пространстве. Мы здесь, как люди, вот все эти переходы в теле воспринимаем как естественность. Какая у меня есть информация на тему третьей, четвертой плотности? Как я вижу этот процесс на здесь и сейчас? Показываю себе такой процесс, как вот по спирали что-то движется, что-то вроде как, если смотреть на галактику. В общем, идет вот такое вращение. А что это значит? Эволюционный этап развития человечества, переход на новый уровень сознания, восприятия, расширение возможностей, перспектив. Открываются новые горизонты, как в плане восприятия себя, как чего-то большего. Появляется целостность, ширина. Вот я сейчас показываю себе человека, у него как будто вот так раскрывается спектр над ним, вот как условно, как вот ну, что-то вроде как радуга или что-то подобное. Показываю себе человек, как будто начинает как лучше видеть, то есть как будто или как будто он не видел что-то, и вдруг он начинает это видеть, ощущать в более высокой степени восприятия, как будто бы человек, вот что-то у него замечательное случилось в жизни, он как будто бы мир заиграл совершенно другими красками. Вот такая аналогия идет, когда человек влюбился, когда он вот что-то прекрасное создал, вот что-то такое, когда те же самые деревья и дома воспринимаются совершенно по-другому, и Он как будто возникает бы дополнительные и возникают новые возможности для развития. То есть это сейчас я говорила в контексте индивидуальности, а в контексте как человечества возникают новые сферы, в которых человек начинает активно развиваться. Появляются новые знания, технологии, более глубокое понимание физического пространства, взаимодействие с физическим пространством, взаимодействие с другими цивилизациями, физическими галактиками и так далее. То есть идет, ну как, и приходит понимание того вообще, как это устроено. Вот такая идет информация. А Касательно что самого сейчас? человека, еще хочу добавить, что он становится более тонковибрационным, более чувствующим. Его эмоциональное состояние в том числе становится более позитивным, более легким. И если возникают, здесь нет такой картинки, что нет каких-то, ну, условно, что-то там внутри движется, что-то происходит. И нет такого, что, условно, человек сидит там в позе лотоса, в нирване, и все у него замечательно. Но вот Есть если эти что-то и состояния? возникает, какая-то негативная ситуация, она быстро воспринимается прежде всего, что да, это есть, и что это такое, и быстро перерабатывается и, растворяется другими состояниями. Человек становится более легким для выхода из, состояний, которые он воспринимает как негативные, ну, которые объективно являются негативными. Он это ощущает как то, что его тянет вниз, и, соответственно, быстро это может переработать и быстро с этим справиться. Это вот та картина, которую я себе показываю как четвертая Да. плотность. А на А, здесь сейчас это как выглядит? то я себе показываю, что идет активное движение вот такое, как условно третье, четвертое, третье, четвертое. Поднимается, показываю себе, вот буквально вот даже можно сказать, вот как бурление, вот как начинается, когда кипение воды, вот снизу поднимается вот эта взвесь поднимается и так далее. И все это очень активно сейчас происходит, но само по себе, то есть вот это не единый котел, как я сейчас вижу, а все-таки есть определенная составляющая, вот, ну, условно, как пузырь третьей плотности и пузырь четвертой плотности. И они пока что, между ними уже есть разделение, то есть они не перетекают друг в друга. Перетекания я не вижу, но такое ощущение, что они вот, ну, вот как вот вместе рядом вот так находятся и вот таким образом пока что синхронно движутся. Такое ощущение, что если представить, что вот здесь, вот в этом пузыре третьей плотности находятся люди, и здесь люди, ну, то есть это как-то ощущается, я не вижу конкретно людей, но такое ощущение, что в их головах уже созрело решение, к какому лагерю они примкнут. И это решение уже есть. Я говорю, что оно подсознательно принятое решение. А если у человека нет информации по поводу того, так, что существуют какие-то разные плотности? Живет и живет. Здесь я, знаешь, в контексте начала говорить, Марин, сейчас давай я договорю эту мысль, и я посмотрю то, что ты спрашиваешь. О чем здесь речь идет? О том, что человек может на физике думать, что он хочет, в четвертую плотность, но подсознательно у него есть уже сформированное решение,
И оно может быть зафиксировано как в одну сторону, так и в другую. То есть физический ум здесь не управляет этим процессом. Это некие более глубинные процессы. Но я себе говорю, что это подсознание. Вот на здесь сейчас я хочу как-то уточнить эту информацию. Это на уровне подсознания происходит, на уровне внутреннего, на уровне более глубинных таких стержневых вещей. И опять это идет, я чувствую это как и внутренний импульс. Внутренний импульс двигаться в определенном направлении, ну вот Человек должен при этом знать про четвертую плотность. абсолютно может не знать. У него просто есть некое предощущение, есть некое интуитивное чувствование, что есть такая возможность. Он как будто бы он, вот как хороший мореплаватель задолго там до появления ветра в Приштиле, он ощущает, что вот сейчас начнется там какой-то зюит-вест, то точно так же есть некоторое, то есть человек варится в этом котле человечества, и все равно это некое единое пространство, и он своими фибрами определенными чувствования все равно ощущает эти тенденции. И он понимает, что он хочет вот словно, вот хочет вот к этому красивому озеру, и он это чувствует. Ну, в общем, это как-то внутреннее, у него это не на сознательном уровне Окей. находится. Тот, который не знает, даже еще быстрее может бежать в эту сторону. Тот, который, то есть это, что здесь есть, по существу важное? Какая разница или что общего между этими людьми? Вот один знает, а другой не знает, но оба, к примеру, есть у них вот этот импульс оказаться, в пространстве расширения. Это как разные уровни восприятия. То есть здесь больше, играет, момент доверия себе, доверия этому импульсу, которая может ощущаться и реализовываться в физической жизни как интерес к знаниям, интерес к самому себе, интерес к раскрытию своих возможностей, способностей, интерес познать, а кто я, интерес познать окружающий мир, интерес познать пространство. То есть все вот это, то есть это и есть расширяющие аспекты, которые говорят о том, что у человека есть это внутренний импульс двигаться в четвертую плотность. Говорю себе, что есть единственной рекомендацией здесь будет отбросить беспокойство, отбросить сомнения, и двигаться туда, куда влечет внутренний импульс. Ну вот то, что говорят за своей наивысшей радостью, вот Марина тоже это упоминала, здесь сейчас я вижу, что этот процесс ускоряется. И вот эти метания, сомнения, претензии к себе или пространству, или еще к чему-то, непонятки, страхи, метания и так далее, они будут притормаживать движение самого человека. Но если он ну, вот как начинает движение в этом потоке, здесь единственный способ — это вот довериться своему внутреннему импульсу и делать то, что действительно приносит радость, удовлетворение, вдохновение, страсть, импульс. Вот это все, что раскрывает максимально. И вообще не концентрироваться на этом. А я уже перешел? А перешел ли я? А вообще, а где купить билет на этот поезд и так далее? То есть билет уже у тебя в руках, если ты... Билет — это тот самый импульс, о котором я выше говорила, и движение с этим поездом, ну, с одной скоростью, это как раз вот следование за своим внутренним импульсом, за своей радостью. Но сейчас себе показываю, что вот эти пузыри, третья, четвертая плотность, и они действительно расходятся, эти плотности. Они не пере они, ну вот, и вот какое-то время еще болтание это будет происходить, а потом они начнут вот как бы вот это движение, оно еще будет, но какое-то время как, инерционное такое состояние, но тем не менее вот это расползание, оно будет, и промежуток между ними будет увеличиваться. На физике это как будет выглядеть? Появляется больше возможностей для самореализации. Приходят те технологии, которые позволяют жизнь человека сделать более комфортной. Технологии, да, технологические прорывы, даже говорю, какие-то есть те, которые улучшают качество жизни человека. У людей появляется больше ощущение соединенности с собой, больше осознанность. Но здесь, опять же, зависит от того, с какой точки он нас здесь сейчас стартует. И каждый будет идти в своем темпе, но вот общая такая канва, тенденция будет именно такая. И даже в целом вот само человечество как группа, оно будет продвигаться в этом направлении. А а, что в направ- касается именно разъединения людей, когда вот они близкие, да, о чем говорят, что они могут не пересекаться, это как на физике выглядит? Человек, переходя в определенное новое для себя состояние, выбирает те отношения, которые он хочет забрать с собой. И если вибрационно он ощущает отношения с какими-то людьми, даже близкими, как не соответствующие его внутреннему ощущению, то эти люди для него, как в его пространстве, перестанут существовать. Здесь будут происходить какие-то катастрофы, там, не знаю, массовые убийства или что-то такое? Да или нет? Нет, у меня что нет.
Ну, такое ощущение, вот я себе показываю этот процесс, что как будто ты с кем-то когда-то дружил, например. В какой-то момент ваши интересы стали, ну как, все реже и реже вы стали созваниваться, как будто идет какое-то, ну вот реально, как будто просто люди, вот даже в жизни такое бывает, что они просто расходятся, у них разные интересы. И по большому счету их расхождение на физике как раз связано с тем, что они вибрационно стали отличаться сильно друг от друга настолько, что им уже находиться в едином совместном пространстве некомфортно, и человек прежде всего должен бояться потерять самого себя, верность самому себе, своим истинным желаниям, истинному своему внутреннему огню. Залог того, что жизнь будет выстраиваться самым благоприятным и самым полноценным образом. На этом пути всегда будет как минимум сам с собой, то есть уже у него не будет какого-то внутреннего одиночества, вакуума и так далее. И всегда рядом будут те люди, с которыми ему будет хорошо, с которыми он может общаться, которые будут ему близки и так далее. Человек, выбирая между близкими людьми и собой, должен выбрать себя и двигаться в соответствии со своим внутренним импульсом. Но человек должен понимать, что когда он выбирает не себя, он всегда будет чувствовать себя одиноким, несчастным и потерянным даже с очень близкими ему людьми, и все равно будет пропасть между ними существовать, непонимание каких-то негативных эмоций, чувств и взаимодействий. Вот эти сами по себе перемены в физической жизни, ну, не нас, то есть, ну, не будет как бы такого, да, что раз по телевизору там всем объявили: все, ребята, я вас поздравляю, там, мы вас поздравляем, вы в четвертой плотности", или что там мы начнем какие-нибудь радуги видеть на небе, или что-то подобное будет происходить. Нет, абсолютно нет. Но будет вот именно это некое неуловимое внутреннее ощущение. И вот себе показываю, что на физике, ну, как жизнь, она будет меняться именно через ощущение человека. Сами по себе изменения, они как будто бы как накатываются в более высокой части пространства. Что-то вроде вот, что это такое? Ну, это как, ну, как, не знаю, как в энергоинформационном пространстве Земли или что-то подобное. И такое ощущение, что как будто как вот версии программного обеспечения. То есть была там версия, условно, там 15.1, а это более старшая. И вот она как будто потихонечку так накатывается, не в моментально тоже, но такое ощущение, что это как некое новое пространство. Физически это, то есть никаких особо чудес происходить не будет, но будет это ощущаться каждый человек, сам для себя сможет ощутить вот этот момент, ну как, куда он движется, вот этот свой вектор направления, именно через внутренние ощущения. То есть не нужно зацикливаться на этом или ставить себе четкую задачу, что вот я к такому-то году должен перейти туда-то, туда-то. Это происходит совершенно по-другому. Вот здесь вибрационный переход, и каждый это будет ощущать индивидуально. Друзья, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.